Добрый день, дорогие пекари! Те, кто жили в Советском Союзе, помнят в наших булочных булочки по 9 копеек. Они были очень пышные, воздушные, нежные, ароматные, вкуснейшие, с нежнейшим мякишем. Кстати, сестра моя вспомнила, что они назывались «сдоба домашняя». Я вот этого не помню, но, наверное, так и было. И сегодня я покажу вам этот рецепт. В данном случае рецепт на дрожжах, но он очень интересный, необычный, и он заслуживает вашего внимания, безусловно. И сегодня мы приготовим те самые булочки глянцевые, воздушные, по 9 копеек. Булочки будем делать по опарной технологии. Достаточно интересная технология с поэтапным выбраживанием, что позволяет улучшить текстуру и аромат будущих булочек. Нам понадобится всего лишь несколько ингредиентов. Это вода, молоко, дрожжи и мука. Наливаем молоко 45 граммов, 80 граммов воды. Отправляем сюда 5 граммов дрожжей. Я несколько отступила от стандартной рецептуры, уменьшила количество дрожжей. Я думаю, что все будет у меня успешно. Развели дрожжи в жидкости и добавляем 200 граммов пшеничной муки. Опара это не жидкая, поэтому замешивать можно руками, можно скребочком. Перемешали немного, когда увидели, что жидкость практически вошла вся. Переходим на ручной замес. Можно, конечно, вымешивать в комбайне, в миксере, но здесь такое маленькое количество, что на это потратится больше времени, чем замесить руками. Вымешиваем до однородного гладкого состояния. Когда кусочек теста вот такой маленький и неудобно месить руками двумя, в принципе можно, но не очень удобно. Я замешиваю так попеременно. Замешиваем минут 5. Я домешиваю и сразу же в процессе замеса фактически округляю. Смотрите, какое тесто. Гладкое, красивое, прекрасное. Берем миску. Капельку масла на дно, смазываем миску и отправляем опару на брожение. Запоминайте ее объем, она должна увеличиться в 3-4 раза, лучше в 4 и больше. Оставляем ее бродить достаточно надолго, на 3-4 часа, и температура должна быть порядка 25-26 градусов тепла. Сейчас приступим к замесу теста. Для теста понадобится молоко, вода, желтки, соль, масло сливочное, ванилин. Как ни странно, еще дрожжи и сахар. Порядок замеса я использую свой, хотя в стандарте в ГОСТе этого рецепта другой порядок замеса, но я хочу сделать по-своему. Сейчас посмотрим, что произошло с опарой. Она у меня бродила 4 часа. Нужно дождаться не просто подъема опары, а ее опадания. Вот она уже провалилась, и сейчас я буду ее использовать. Именно для этого нам нужно еще дрожжи, чтобы дальше активировать брожение. Вытаскиваем опару и замешивать я буду в своем миксере. Кстати, я вот зря вытащила опару. Сейчас мы сделаем иначе. 5 граммов дрожжей, 40 граммов воды, 30 граммов молока. Размешиваем дрожжи с жидкостью. Вот теперь сюда кусками отправляю опару. Это такой способ продлить брожение. Мы выбродили полностью опару, и теперь ее добавляем в тесто, растягивая брожение, улучшая вкус и ароматику будущего изделия. 300 граммов муки. И начинаю замес на минимальной скорости примерно 15 минут. Когда видим, что тесто очень плотное и тяжело замешивать нашему миксеру, добавляем понемножечку желтки и продолжаем замес. Тесто замесилось с желтками, оно довольно плотное. Добавляем масло частями, всего будет 75 граммов масла. И добавляем также частями сахар, его будет 120 граммов. Не забываем поправлять тесто при замесе, чтобы в машине было легче замешивать. Когда мы внесли половину масла и сахара, добавляем ванилин. У меня один пакетик, это 2 грамма. Вместе с последним внесением масла и сахара добавляем 5 граммов соли. И дальше остается только домесить до гладкого нежного теста. В самом конце замеса на 1-1,5 минуты, включая на повышенную скорость миксер. Ну вот, все, тесто готово. Далее, как обычно, беру миску, смазываю ее маслом, выкладываю тесто. Тесто нужно округлить под форму миски. Оставляю на брожение при комнатной температуре, сейчас плюс 23 на 1 час. Через час смотрим на тесто, оно хорошо поднялось. Слегка смачиваем руки водой.
И делаем тесту хорошую обминку. Для этой обминки можно даже выложить тесто на стол, чтобы точно выгнать все большие пузыри. Они нам здесь не нужны. Обмяли тесто, снова его округлили, уложили, накрыли крышкой и оставляем еще на 1 час. Через час брожения теста можно формовать. Смотрите, как оно снова подошло. На стол чуть-чуть масла, чтобы тесто не прилипало. Смазываем и выкладываем тесто. 950 граммов. Буду делить на 10 частей по 95 граммов. Отрезать буду при помощи шпателя. Взвешиваю и так разделяю все. Поделила все кусочки, приготовила форму вот такую с высокими бортами. Размером она 30 на 20 сантиметров. Смазываю ее маслом. И теперь каждый кусочек, каждую булочку нужно округлить. Собираем все в середину, все обрезки вовнутрь. Переворачиваем и подкатываем. Можно делать это сразу 2 руками. Когда вы закатали, у вас затянулся шовчик у булочки, можно выкладывать форму на расстойку. Расстояние между булочками делаем примерно 1 сантиметр. Уложила я все булочки на расстойку, расстояние между ними порядка сантиметра. Сейчас вот эту поправлю. Здесь поближе, здесь подальше, но такая уж у меня форма. 10 укладывается не слишком удобно, ну куда деваться. Из фольги сделала вот такие бортики, чтобы у меня не расплывались крайние булочки. Нужно затянуть пленкой, либо накрыть чем-то. Я сделала очень просто. У меня есть вторая точно такая же форма. Я накрою этой формой и оставляем на расстойку. Расстойка займет 40-60 минут. Прошел ровно час расстойки. Смотрите, как поднялись булочки. Я взяла 1 яичный желток. Добавляю к нему пол столовой ложки воды. Размешиваю и смазываю поверхность. Смазка позволяет булочкам подняться еще выше и иметь глянцевую поверхность. Все, булочки смазаны, духовка у меня разогрета. Печем на температуре 180-190 градусов. Все время выпечки на одной температуре. По времени примерно 25-30 минут. Чуть-чуть увеличила я время выпечки, потому что толстовато вот здесь в центре. 32 минуты у меня выпекались булочки. Смотрите, какие красивые, румяные, пышные, очень хорошо поднялись. Даю сейчас в форме постоять 2-3 минуты и буду доставать. После небольшой паузы вытаскиваем наши булочки. Красота. Фольгу убираем. И вот такая получилась красотища. Оставляю полностью остывать. Ну что, давайте отломим, посмотрим. Смотрите, какая красота. Класс. Такой мякиш. Мякиш волокнистый, очень красивый, очень воздушный. Пробуем. Класс. Вы знаете, я небольшой любитель сдобы, но эти булки мне действительно напоминают детство. Они очень вкусные. Они легкие, в них нет ощущения тяжести и жирности. Одновременно они в меру сладкие, очень нежные. Потрясающие булки. Так, это я оставлю себе. Большую часть этих булочек я решила подарить, чтобы мне осталось меньше. В ближайшее время я покажу вам вариант на закваске. Я думаю, это будет интересно. Я пока подумаю, как его сделать, потому что вот такой с 2 добавками дрожжей, с двойным таким замесом вариант с закваской не очень получится. Поэтому я еще подумаю, как его сделать лучше. Ну а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Делитесь этим видео с друзьями. И давайте с вами продолжим печь и испечем еще много всего интересного.